Я очень хочу обратить внимание на аварийное состояние зданий и их обрушение. Вы посмотрите сюда. Металл, вот во что превращается металл. Роскошный актовый зал. Вообще огонь. Это спортзал. Представляете, какие здесь звезды, да? Класс. Тут вышел копрят. Яйца. Яйца кто-то украл. А это что? А это еще что ли кабинет химии? Пробирочки такие вообще четкие. Наборы химические всякие для школьников. Посмотрите. Сова! Лена, быстрее сюда! Не бойся, мы тебя не тронем. Сегодня мы решили посетить еще одну школу. Это школа номер 5. У нее такой вот фасад, довольно впечатляющий. Проход, лавочки. Школа огромная на самом деле. Здесь есть школы разных размеров. И это одна из самых больших. 4-я, по-моему, только больше. В ней 4 этажа. А в этой тоже 4, кстати. Вот в этом крыле 4 и в этом 4. А в центральном крыле 3. А это крыло имеет 2 этажа. Лена вон что-то фоткает уже. Так, надо идти внутрь. Надо идти внутрь. Я надеюсь, что эта школа, она не такая разрушенная, как номера от машины. Я надеюсь, она не такая разрушенная и растасканная, как школа номер 4. Ссылку на школу номер 4 я оставлю в описании. Вот. Мне бы хотелось, чтобы она была как-то поцелее, но я вот уже вижу дыры просто. Там на месте дверей дыры. И это очень мрачно. Предчувствие не очень. Ну, погнали исследовать. Погнали смотреть. Ну что сказать. Разруха, запустение и гниль. Аварийное состояние. Сразу можно видеть. Стены просто вываливаются. Я думаю, она может рухнуть. Она может рухнуть очень скоро. Двери просто выламывали с мясом, забирали. Зачем? Посмотрите на вот это вот. Посмотрите сюда. Это ж просто мрак. Здесь была столовая, по всему видать. Тоже она, конечно, в состоянии мрачном. Но пооставались столы, пооставались даже некоторые тарелки и другие столовые приборы. Кассовый аппарат. Такой относительно новых, если можно так выразиться. Мы здесь встречали более старые модели. Это поновее такая еще. Я еще помню такие в магазинах перестроечных. Здесь пекли хлеб, хлебопечь большая такая, плиты. На 2-й этаж. Идем на 2-й этаж. Хотя, на самом деле, я думаю, что он не очень отличается от 1-го, но посетить его стоит. Если мы уже здесь, почему бы и не посетить? Тем более здесь такой роскошный актовый зал. Вообще огонь. Ученики. Ученики НННН, одни энки. Прогульщиков, короче, много было. Я, признаюсь, тоже любил прогуливать. И начал довольно рано, примерно в 5 классе. Первый урок, который я прогулял, это был урок математики. Ну, конечно, я думаю, половина детей вообще в мире прогуляли первым уроком именно урок математики.
Так, а это, ох ты, это спортзал. И целый канат. Лена, ты видишь, какой он белый? Ты заценила? Какой белый канат. Я надеюсь, будет видно. Он просто белоснежный. Посмотрите. Он реально белоснежный. То есть, если сравнивать его с окружающим всем, он удивляет своей чистотой, девственной, прекрасной чистотой. Очень жалко, что не сохранились какие-нибудь изображения на стенах спортзала. А это третий этаж. Это третий этаж. И здесь, ох ты, это просто находка. Вы зацените, братцы. Это что-то нереальное. Здесь, слушай, Лена, здесь не только парты, здесь кровати. Как будто из детского садика поблизости сюда снесли еще и кровати под шумок. Но вопрос, зачем? И что тогда осталось в детском садике? Непонятно, может, их хотели вывозить? Здесь как будто парты из 2 или 3 классов. Кровати из целого этажа детского садика. Так, что там дальше? А дальше тут ничего. Вообще. Пустота. Пустота, как в голове дзен-буддийского монаха. Или как в голове какой-нибудь инстаграм-телочки. Точно, разноцветные финтифлюшки и больше ни хрена. А это, кстати, походу был какой-то кабинет химии. Это умывальничек меня наталкивает на такие мысли. Может, я и не прав, конечно. Меня удивляет, Лена, какого хрена было двери выколупывать, ну, в смысле, выдирать с мясом, посмотри. Это просто, ну, это, блядь, ну, это просто верх идиотии и мародеров. Вот выдирать двери с мясом, зачем? Это обычные деревянные двери, школьные, ничем не примечательные, из крашеной фанеры, короче. Зачем их воровать и вообще зачем их вывозить, а тем более выдирать вот с таким мясом? А ну-ка. Тутовый шелкопряд. Куколка в коконе. Класс. Тутовый шелкопряд. Яйца. Яйца кто-то украл. Кому-то нужны были яйца тутового шелкопряда. Так, что тут еще? Еще один тутовый ужин. Завтрак. Вот, кстати, смотри. Приколись. Это самый рацион. Творог. 100 грамм, 12 копеек на завтрак. Творог, чай, сливочное масло, хлеб. Каша манная на ужин, чай, хлеб пшеничный, масло сливочное. Борщ с мясом. Хлеб пшеничный 2 копейки, 100 грамм. Картошка, пюре, котлета, булочка, чай. Я хочу борщ с мясом, картошку, пюре и котлету. Ужасно. Просто до безумия. Мы здесь уже 8-й день, и мы очень хотим борща с мясом. Да, Лена, ты бы не отказалась от борща с мясом? И котлеты с пюрешкой. Лена показывает сюда. Да, ты бы не отказалась. Да, флаги, красные флаги, символ коммунизма, ты шо? Барабан бьет тревогу. Виктор Крючков. Ой, Виктор Крючков, где ты сейчас, в какой могиле? Не нужны твои коммунистические книги никому. Это что? Слива, свекла, морковь. Ушел, вернулся. 86-й, ушел, смотри, ушел
86-го года, вернулся 2019-го, 9.05. Слушай, 5 месяц это май, что ли? 9 мая он вернулся. Мы были здесь как раз, прикинь. И чувак вернулся. Он был в 4 Г-классе. Он покинул Припять, был эвакуирован и вернулся 9 числа, 9 мая 2019 года. Как раз когда мы были здесь. Кстати, в один из этих дней мы проходили мимо этой школы, прячась от экскурсий на берегу и обходя их. Как раз в эти дни сюда вернулся один из эвакуированных жителей, который тогда был еще в школе. На самом деле, я вам хочу сказать, что все эти истории очень трогательные. Вот когда начинаешь вдумываться в них, когда это не воспринимаешь как некую статистическую единицу данных на листе бумаги чиновника, а когда ты начинаешь вдумываться в истории людей, в их переживания, это очень трогательные все штуки. Если поставить себя хотя бы немножечко на их место, на место вот такого человека, можно что-то понять новое. А это кабинет химии. Вот он, кабинет химии. Так что я оказался неправ тогда. Пробирочки такие вообще четкие. Наборы химические всякие для школьников. Миллион пробирочек, миллион всяких баночек, бутылочек. Но меня особо вот радуют вот эти столы. Химические. Юный химик. Эстонский, походу, набор. Я у нас Химикис. Походу, сделан был в Эстонии. Эти столы с маленькими этими как умывальничками металлическими, причем из толстого металла, чтобы не повреждались различными реагентами, кислотами. Красота. Как... О, да ты шо, посмотри. Обалдеть. Вообще круто. Так, вот это надо отцепить. Это очень-очень круто. Вообще. Вот я учился в Киеве и поменял множество школ за свое детство, но у нас такого кабинета химии не было на Оболоне и в школах. И я думаю, что вот здесь проводились самые опасные опыты каким-то образом. Учитель их, да, вон там валяется ванночка, видимо, она была здесь установлена, тут был краник. Тут проводились самые такие опыты, как бы опасные, которые специально вот за стеклом, которые можно было продемонстрировать, но которые нельзя было дать ученикам тоже провести на своих столиках. Как-то так. Флажки, бесконечные флажки. А это что? А это еще что ли кабинет химии один? Похоже на то. Марганцеокись. Да, похоже, это еще один. 100%. Это еще один кабинет химии. Там вот подсобка учителя. Книжку нужно беречь, потому что если ее порвать, тогда другие дети не смогут прочитать ее. Книжку нужно беречь, не рвать, не кидать.
Первую книжку я читал «Тимур и его команда». Она мне очень понравилась. Это прекрасно. Это Даша написано. Даша, мы заценили. Мы с тобой согласны. Книжки нужно беречь. Это 100%. Книжки мы любим, ценим и бережем. Да, конечно, книжки книжкам рознь. Тут тоже не поспоришь. О, а вот тетрадь по химии. Офигеть вообще. С опытами описанными, со всеми делами. Класс. Не знаю, мы такого не рисовали. Я не учился в советское время в школе уже. Не учил химию. Но мы таких штук не рисовали. Так, надо идти дальше. Что там дальше интересно? Я очень хочу обратить внимание на вот такие моменты, как на аварийное состояние зданий и их обрушение. Вы посмотрите сюда. Оно просто все разваливается. Я думаю, что еще немного, буквально 10 лет каких-то, и все это начнет сыпаться. Посмотрите на этот металл. Это все трещина, трещина бесконечная. Металл, вот во что превращается металл. Просто рассыпается. А вот дверь. Она вывалилась. Это огромная, гигантская дверь вот отсюда. И она просто вот так вот плашмя упала. Здания эти сыпятся. Если власти не обратят в ближайшем будущем каком-то, в ближайшие дни просто, не годы, даже не месяцы, то скоро нам станет некуда ездить. Туризм в Припять будет, его не будет просто, потому что все это рассыпется в конечном счете. Вот. И мало того, еще и превратится в свалку. Посмотрите, сова! Лена, быстрее сюда! Не бойся, мы тебя не тронем. Это сова, представьте, это сова. Она пытается вылететь в окно и не может, боится нас. Не бойся, мы тебя не тронем. Давай ее не пугать, давай ее отойдем. Она сама улетит, успокоится, я уверен. Боже, бедная. Не бойся, не бойся. Все, успокоилась. Давай, может, я просто... Откроем окно? Давай я открою окно, подойду. Спасение совы. Все, не бойся, не бойся. Быстрей. Боже, какая она красивая. Она потрясающая. Все, давай уйдем, она сама улетит. Она сама улетит. Вы видели? Сова. Я первый раз в жизни вижу сову в естественных условиях. Причем на расстоянии вытянутой руки. Голубь на крыше вот сидит. Я почему акцентирую внимание на этом? Потому что я вообще первый раз вижу в Припяти голубя. Ей-богу, первый раз. Чуваку вообще, он вообще не боится людей. Чуваку пофиг, он все чистит ушки, не парится. Чистит ушки и не парится. Так, ну в принципе, кстати, я вам хочу заметить, вот эти двери, они тоже вообще на грани обрушения. То есть они держатся, вон, можно увидеть, на таком красном шнурочке. Да, они держатся, нам показалось, что они держатся на одном шнурочке сначала, вот этом красненьком. На самом деле нет, они упираются вот там в угол. Но вот это их и спасает от падения. Но в конечном счете это неизбежно. Там подгниет все еще немного. И они просто рухнут сюда. Вот так вот. И все. Все разваливается, все разрушается.
Надо срочно принимать меры по поддержанию зданий в нормальном состоянии, иначе будущее плачевно. Будущее единственного такого города на земле очень плачевно. Причем, если подумать, вот невозможно себе представить, чтобы где-нибудь в Германии, к примеру, пойдем, наверное, вниз, чтобы где-нибудь в Германии точно так же, ну или в Австрии, не знаю, да даже в Польше, в Италии, в Испании, чтобы так относились к таким вот городам-музеям. То есть, если предположить, что там был бы такой город, то власти бы относились совершенно иначе. Совершенно. Он бы поддерживался в нормальном состоянии, здания бы никто не давал бы им разрушаться. Мало того, вывозили бы мусор, а мусора здесь сколько? Ну, мы показываем это в видео. Вот. И мы убирали медсанчасть. Ну, на самом деле лишь кусочек. Я оставлю ссылку в описании, ссылку на видео, как мы убирали, выгребали просто тонны мусора из окрестностей подвала в медсанчасти. Вот. Хотя этим должны заниматься власти, по идее. Ну, какие-то компетентные органы, службы, работники зоны, которые здесь имеются. Вот, но пришлось этим заниматься нам. Я это все к чему веду вообще? К тому, что властям, как бы, этим самым компетентным органам и службам, им в принципе как-то похер. Вот. И большое значение имеет отношение наше с вами. То есть мое лично, Лены, вот, ваше, если вы смотрите это видео и тоже собираетесь в Припять, то ваше вот личное отношение может сыграть огромную роль. Вы можете просто не оставлять здесь мусор свой, понимаете? Вы можете попытаться его сжечь. Вот. Или вынести на дорогу туда, где, ну, на главную какую-то из улиц, например, Лесі Українки, где они часто проезжают, работники этих служб, имею в виду. Вот. И чтобы они забрали. Они так делают иногда. Вот мы так от мусора избавляемся. Вот. Ну, как-то так. По крайней мере, можно попытаться начать с себя. Что, пошли, наверное, вниз. В общем, у нас сейчас еще одна локация. Это теплица. Здесь есть офигенная теплица. Нам нужно на ту крыло, вон выход. Офигенная теплица. Она двухэтажная, ну почти. Вот. И полностью застекленная. Понимаете? Она почти полностью целая. И это очень круто. Слушай, так а если бы ты была сама? Ну как бы ты ее выпустила? Выпустила бы сама ее? В смысле? Ну, ну если... Оставила бы ее себе или что? Нет, я не о том. Ну ты говоришь, что ты в нее влюбилась. Я в нее тоже влюбился. Мы все обсуждаем сову. Понимаете, сова тронула наши сердца. Вообще, она Я прекрасна. ее бы подошла еще погладила, наверное. Боже, погладить если ее бы хочется она очень. мне Она такая вся, сказала. у нее такая мягкая, мягкие перья вот эти вот ощущаются, как будто она пушистая. Мне очень хотелось погладить, но это, Но она, боялась. да. В общем, мы уже возле теплицы, если что. Мы уже возле теплицы. Сейчас попытаемся в нее залезть, но я думаю, это будет легко. Потому что там есть лестница. Вон лестница на второй этаж. Вообще я заметил, что в Припяти теплиц много. Но вот двухэтажных всего две. Причем одна из двухэтажных, ну по крайней мере я нашел всего две. Вот это вторая. Еще одна теплица, она там окна. Стекла выбиты почти все. А здесь наоборот, почти все целые. Она чуть меньше в размерах, но зато здесь целые стекла.
крутое такое место. Вообще отличное. Я бы здесь даже, ну, если бы здесь не было вот этого вот всего, здесь даже как-то хочется остаться. Вот именно магия стеклянной крыши. Представляете, какие здесь звезды, да? Как смотреть на звезды сквозь это стеклянное окно огромное. Стеклянный потолок, точнее. И засыпать под потрясающим звездным небом. Так, здесь, мне кажется, ничего нету. Да, здесь куча противогазов и гниль. Больше ничегошеньки нет. То есть это как бы, да, она двухэтажная. Подземного этажа подвального здесь нету. Вот, это просто, значит, на первом этаже, видимо, хранились какие-то, ну, там, семена, саженцы. Вот, была комната для персонала, как в еще одной теплице. Таких же размеров, тоже двухэтажный. Вот, а на втором этаже, собственно, уже росли растения. Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем в городе столько теплиц. Ну, вот я не в силах понять. Ну, возможно, эта теплица, конкретно эта, так как она возле школы, она использовалась для процесса обучения. То есть здесь те дети, которые увлекались ботаникой, они могли опытным, так сказать, практическим путем углубить свои знания в этой области.